Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых подписчиков на страницу регистрации из Bizon 365 в сервис GetCourse. Это нужно, чтобы передавать новых подписчиков из Bizon в другие системы. Например, в GetCourse передавать этих подписчиков удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Bizon 365. Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите получать данных о подписчиках вебинара, которые регистрируются по вашей странице регистрации, необходимо выбрать действие «Загрузить подписчиков вебинара новых». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Bizon 365 к сервису Apex Drive. В этом окне необходимо указать логин и пароль личного кабинета Bizon. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Далее вам необходимо указать страницу регистрации, по которой вы хотите получать данные о новых подписчиках. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе должен появиться один из ваших новых подписчиков. Если у вас подписчиков еще не было, давайте перейдем на страницу регистрации и сгенерируем нового подписчика. После регистрации вам на почту должен прийти код активации, который необходимо указать в этом окне. После того, как вы совершили тестовую регистрацию, возвращаемся в сервис Apex Drive и подгружаем тестовые данные. Когда вы увидели здесь данные, которые мы только что сгенерировали, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Bizon 365 успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем GetCourse. Далее необходимо указать действие. Если вы хотите создавать новые сделки на основании новых подписчиков из Bizon 365, выбираем действие «Отправка сделок». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт GetCourse к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать домен и ключ API. Чтобы получить домен, переходим в личный кабинет GetCourse. Копируем доменное имя в адресной строке, без дополнительных символов. Для того, чтобы получить ключ API, необходимо перейти по ссылке. Пример этой ссылки находится в нашей справке. Ссылка на эту справку будет также находиться в описании к этому ролику. Вместо «Ваш аккаунт» вам необходимо прописать ваше доменное имя GetCourse. В этом разделе копируем API-ключ и вставляем его в соответствующее поле в сервисе Apex Drive. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые необходимы для создания новой сделки в GetCourse. В эти поля вы можете назначить переменные из Bizon 365. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, если у вас недостаточно данных из Bizon 365, чтобы заполнить все необходимые поля в GetCourse, вы можете прописать значение вручную.
Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в GetCourse при каждом новом подписчике из Bison 365. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в GetCourse». После успешной отправки переходим в GetCourse и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных GetCourse успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!